Так нормально я нацепил? Пойдет? Да не лови на Да горох. не лови ты, я на это. Да бесполезно ты ловишь. Не надо вообще без толку ловить. Ну а вдруг клюнет? Да не Да клюнет. не клюнет ничего. Да Вообще. бесполезно ты. Бесполезно, просто замерзнешь и все. Ну попробовать, что? Ну, Не надо даже пробовать, поверь мне. Во, что-то дергает. Ох, это что? Щука, что ли? Все, подхожу к первому рыбачку. Здрасте. Здорово. Чего, клюет? А? Клюет? Я лично ни одной поклевки сегодня не видел. Вон он поймал. А что поймал? Плотву, окуньков. А, прикольно. Я вообще не видел поклевки. Я поймал. Никогда такого не было. У нас там обед пока тоже решил с собой взял. Вон, такую. Сейчас на палку примотаю. Бесполезно. Ну попробую хотя бы. Леска. Я закидушку хотел сделать с лета. Сегодня валялась. Я сегодня узнал, что мы тут на Строгино работаем. Думаю, там же озеро, надо сходить. Попробовать порыбачить. Здесь лесочка тоненькая, вон, да. А почему тоненькая? Рыба мелкая вся. Почему? Рыба хорошая. Ну, я же как понимаю, чем толще леска, тем крупнее рыба. Ага. Нет? Не, далеко нет. Я просто зимой ни разу не рыбачил. Вот летом... Вот в том-то и дело. Не, ну у меня другая леска, конечно. У меня другая удочка. Я думал, так по-простому сделаю. Это нет. Просто летом, думаю, там же закидывать надо далеко. А тут дырку просверлил, да сиди посередине озера. Нет, это. Понял. Ну, классно. Хорошего лова вам. Ой, ну, там подумаю, где сесть. Здрасте. Че, клюет? Да не клюет. Я тоже он сегодня на обеде решил порыбачить, пока... Ну правильно. Я на зимней ни разу не был, на летнем был. Он взял, летом хотел закидушку сделать, вон такую. На палку, думаю, привяжу, тут же кидать не надо. Дырку просверлил, да сиди. На хищника. Ну, конечно, хотелось бы. Здрасте. Клюет? Ну так, мелочишка. У всех удочки какие-то навороченные, смотрю, а я вот такую взял. Типа, ну, у меня я закидушку хотел сделать. Хочу какую-нибудь щуку поймать. Вот. Хватит же таких грузил, я так думаю. Утонет же оно, да? Нормально? О, такой пойдет. В принципе, нормально же, крючок. На тюльку надо. Тюльку? А что такое тюлька? Рыбка такая. Консервированная. А, типа килька? Килька. Тюлька. Я кильку видел, ну, консервы вот эти, в томате. Тюлька называется. В томатном соусе. Ее надо было взять? Да. Я взял консервы, но этот... Мне сказали, на вот, типа на горох можно попробовать. Какой томат, но это я уже не успел. 0,08. А у вас 0,2, 0,3. Ну такая прочная, чтобы крепкая была. Это-то фигня, она порвется от хорошей рыбы. Здесь такой рыбы нет на такую леску. Здрасте. Че, как, клюет? А, Этот говорит, кильку какую-то надо. ну тюлька. Тюлька, тюльку, понял. Ну тюлька она продается. Ну вот это в томатном соусе, да, получается, в магазине? Какая в томатном соусе? Специально для рыбалок. Я просто взял тоже, мне сказали консерву взять. Я вот взял этот горошек. Да нет, это не то. Вон, глянь, покажу. Вот тюлька. А, Вот она продается, прям вон замороженная. Вот. Ее сажают и ловят. и кто на нее ловится? Ну, вот я Окунь, да? судака я поймал Судак. вчера на кило 400. А, ну вот, на они, нее значит, вешается, сказали, я есть не- крупнее все. А как вы ловить собираетесь? У вас У меня удочка там выпала просто. Пока шел. поплавком, что ли? Не-не, обычная, как донка. Я донку схватил, на лето делал донку. Думаю, А-а. пойду. Я просто случайно, мы работаем Ну вот, тут недалеко. Возьмите тюльку. На обед. Удар почувствуете, сразу подсекаете. Ага. По льду, в смысле, она ударит или как с той стороны? По удилищу почувствуйте, когда удар, он схватит, сразу А, удар ну почувствуете. я вот это на палку такую хватит же, то есть ударит, я потяну, туда получается. Да это она славы. Надо жесткий хлыстик, потому что если сюда хватит, у него челюсть пробить надо еще. Костей много, я вот одну подсек, а челюсть не пробил. А, может, Жесткий будет, а это... короче, ну, как в боксе, да, получается, по челюсти, и он теряется, и его затянешь. Челюсть у него
костлявый, его надо пробить, чтобы крючок пробил ее. А, понял. Я думал, ему нокаут надо сделать, чтобы его Нет, вытащить. какой нокаут? Крючок, чтобы пробил челюсть. Я Потому думал, что она вы костлявая, вы, там говорится, пробить говорите, челюсть удилище нужно будет. крепко. Я думал, туда надо это, чтобы он Не. не вытащить его. Понял. Палка это, чтобы шугу разогнать. А, Вот. Удочка сделается, вот она. ну это дорогая, наверное, я вон взял это, Вот, привяжу я сейчас просто, леску. ну а да что, и всё. она стоит там 3 копейки. Такая, так бесплатно, он привязал так же. То и тут. Вот если у вас вместо такой лопаты дадут там штуковую, и скажут снег убирать. Ну неудобно Уберете? штуковой, да? Неудобно. Ну и как, если у вас хреновая снасть, как вы хотите рыбу ловить? Понял. Вам неудобно, палка, все. Если делать, так надо нормально. А как нельзя плохим инструментом работать, так нельзя, в принципе, рыбу ловить плохой удочкой. Понял. Она должна быть, что вы почувствовали, и удар, и все. Поняли игру. Все Ну, это понял. чувствуете. Надо Я ж- было со штыковой лопатой приходить, короче. Я понял. А зачем вам лопата-то? Ну, это ж мой инструмент потеряю, это вычтут из зарплаты. У нас там обед пока, я на обеде. Вот, в принципе, балансир. Типа блесны, я понял. Вот, привязывается, и он там ходит вот так вот восьмеркой. Ну, как типа рыбка. Весь порезанный. Пластмассовая, ага, понял. Видите, поцарапанный, весь побитый этим, клыками, хищником. Я думал, собакой играл. Ладно. Это собака, я собак ловить. Вот он идет, и он так вот ходит. Не, у Раз. меня просто пес, он постоянно грызет, то пульт погрыз, то тапочки. Я думал тоже. Ладно, все, я пошел рыбачить. А то, получается, я опоздал, времени мало. Спасибо за советы. Камеру вообще не видать, офигенно. Не видно. Она маленькая такая, издалека кажется. Давай. В принципе, говорит, можно поймать тут. Говорит, все это возможно. Только- Не такую леску, я тебе еще раз говорю, и не такие крючки, Не, ну на щуку-то нормально должно пойти. твою мать. Где у тебя живец? Мне мужик тот кильку дал. Вон. Эту. Вон, я у него попросил вот такую Ну вот. я понял, тюльку. Я просто хотел на этот рыбачить. На горох, но говорят, это типа летом только. Я же тебе говорю, твоя снасть никуда не годится на зиму. Да я летом ловил на закидушку. Летом, ты понимаешь, лето и зиму не путай. Ты сам откуда? Я с Амурской области. Ну вот на Амуре что ли, ловишь? Не, мы там на озерах в основном. Ну вот я тебе говорю. Хлеб, червяк, там, Нет, горох. это летом. А сейчас мотыль в основном. А где сейчас мотылька взять? Он же весь, он летом летает, он на него около фонарей. А сейчас... покупать он продается, мотылек? Конечно. В зоомагазинах, и то не во всех. Еще какой-то запарыш, что-то кого-то... Опарыш. Опарыш. Сначала купи вот такие удочки. Да я вон по эту на палку думаю. А это... Ну а что, я привяжу леску, да и все, сейчас она... Ой, Леска да леска. это бесполезно. Ну попробовать хотя бы. Что, у меня сегодня наживки, вон у меня и горох. Еще мандарины я взял. Мне этот друг говорил, на шкурку от мандарин тоже бывает берет. Да. Но она же такая ароматная. Да брось ты, ничего не будет. Ну как вот мята, вот это все рыбу же привлекает. Я летом вот тесто чуть-чуть валерьянки добавляешь. Не путай, я тебе говорю еще раз. Лето с зимой не путай. Вообще не то. Это вообще другая рыбалка получается. Конечно. А как, ну рыба, ну же плотву я видел, вот мужики летом ловят. Зимой, получается, она другое ест, как меню у нее другое. Она хлеб, вот, червя, мотыля. Опарыша Ага. летом. Хищника надо ловить на жерлице. Что такое? Это типа как мельница что-то, жерлица? Какая мельница? Я говорю, Ты вообще представление имеешь о рыбалке? Ну, я вот, закидушка это там. выкини нахуй сразу, вот, возьми и выкини. А у вас бур где-то можно взять, дырку просверлить? Чего? Бур. Да дырки вон они насверлены везде. А можно у вас поварешку попросить? Поварешку можно попросить? Какую поварю? Ну вот, лед убрать. Это называется шумовка. Можно? Возьми. Спасибо. Так, нормально. Пойдет. Так нормально я нацепил? Пойдет? не лови на Да не лови ты, я на это. Не... Я ж тебе сказал. На кильку лучше, да, попробовать? Конечно. Вот, вообще и то. не пробуй. Ну это бесполезно ты ловишь. Не надо вообще без толку Ну а вдруг клюнет?
Да не Да не клюнет. клюнет ничего. Никогда у тебя такая хуйня не клюнет. Это может на море там как на Это таки ловят. по летом еще там другое И дело. летом на нее не берет. Ну, а это бесполезно. Не, ну мне друг сказал, на горох можно, в принципе, должна Он клевать. тебя обманул, наверное. Друг Это летом. понятия не имеет о рыбалке. Летом ловит. На горох только летом. Сейчас только мотыль. Я ему объясняю это. Я он- говорил. Ну, мне вон мужик кильку дал, этот. Ну на кильку это надо, грузил, он тебе плохо объяснил. Он профессионал. Он... Вот я тебе говорю, иди посмотри, как жерлицы сделаны. Вот сделай жерлицы, Да у меня же сейчас нету ничего на жерлицу, я Ну, вон это, что. это без толку а это вообще. бесполезно-то. Бесполезно, просто замерзнешь и все. Да, я все равно, что у меня обед. Зимой на это просто мы не смеемся, а так кому-то другу скажи, что... Нет, ты другу не скажи, что все смеялись. Летом, да, тут грузил большой, вот потоньше поводок, и на горох, может быть, кто-то дернет. Это без толку. А я ни одной поклевки не видел. А, А я профессионал. Только ничего не ловится. мне до профессионализма далеко. На ней только вот белье вешать на этой леске. Кильку дал, говорит, вот килька, Ну, можно... без толку на её- киль. Тюлька, она да, тюлька, называется. тюлька. Да. Да зачем пробовать, если без толку пробовать? Он еще говорил, что можно на мандариновую шкурку, я мандарин еще взял, она говорит Еще, ароматная. знаешь, этот, на торт. Не, торт слетать будет, это понятно. Да ничего не надо, какую мандариновую корку. Не слушай этого друга. А че он с тобой не пошел ловить на мандариновую корку? Но он сегодня не может, он говорит, это... Он и никогда сюда не пойдет на мандариновую корку. Это смешно просто. Смотри, вот у него такие удочки, тоненькая леска. Там маленький может, на мотыля. Да без толку, это и не вздумай ничего. Ну попробовать, что, ну Не чё? надо даже пробовать. Поверь мне. Другу не верь, а мне поверь. Дед там просто насыкается. Иди посмотри, как жерлицы сделаны. Я даже мандарины вон взял. Да выкини ты их. Не, я лучше съем. Ну вот. На мандариновые корки. Хотя друг вообще понятия не имеет. Эти ржут, вот с ними. Он что-то обсуждает, ржут. Пойдет тоже. Ты на связи? Они там меня обсуждают. Говорят про курки. Надо потихонечку дергать, не так сильно. Ну, я думал имитировать движение. На горох не клюет вот кильку. Вот так вот ее цеплять. Да, Через глаз? ну, если клюнет, то клюнет. И потихонечку так вот, не надо резко движение делать. Потихонечку. Вот у тебя сторожка нету. По леске видно, леска славу, привязываешь и сажаешь. Вот. О. Одна упадет на дно, у тебя леска славнет. И творожка еще, да, надо было брать? Какой творог? Вы же сказали, творожка надо. Сторожок. А, Сторожок. Я просто- Его кто сторожок, кто кивок называет. А. Кому как больше нравится. А я думал творожок. Понял. Так, ну сейчас попробую на кильку, может поймется. Еще мужики говорят, творожок какой-то нужно было. Чего? Творожок, говорит. Какой творожок? Ты меня убиваешь, творожок. У меня тоже не клюет пока. Тебя и не будет клевать вообще. Вы не почувствуете ничего. Не, ну если большая рыба схватит, как она же... О, что-то... О, до дна опустил, там что-то есть. Что-то как будто клюнуло. Ну-ка. О, что это? Что-то поймал. Бутылку выловил. Ну, какая-то бутылка. С водкой? Ага. Ну покажи-ка. Чекушка в пакетике. На дно опустил и по... До дна мужик сказал опусти, вот я до дна опустил. Что-то раз клюнуло. Пьешь сам-то? Не, я не пью. Вон Сереге отдать.
А он пьет, да? Да, сейчас я пойду, тогда ему дам. А, пока отцеплю крючок. Рыбалка началась нормально. На мандарин он поймал. На мандарин поймал. Опустил на дно, да? О, зацепил сумку, а в сумке вот. Водку поймал, бутылку. Да, новая. Вон она. Сумку зацепил, и в ней вон бутылка. А что, правда, что ли? Да, вон. 30.08.22 года сделано. Уже просроченная. Серега, увидишь тебе подарок. Охренеть. Водку поймали. Спасибо. На мандарин. Я не пью сам, так что забирайте. Ну, начало неплохое. Пусти еще раз, может там банк с огурцами. Сейчас надо до дна еще раз опустить, ну. Еще можно. Может там еще побольше будет что. Сеточки в этой. Охереть. Oh, the river Rhine sings by the linden tree. Its melody, is calling me. There's a sweetheart yearning for me. Саша, у тебя как клюет? Кнутрыкает. У меня тоже нету. Я и там ходил, на ту лунку, и на ту вообще ничего. У тебя и не будет. Да это просто день такой, вон у всех не клюет. На такую снасть у тебя никогда не клюет. Ну у вас же тоже не клюет. У меня другая снасть, и я другую рыбу ловлю. Вот. Вот, что-то начинает дергать. Ага. Прям норм. Сейчас буду тянуть, наверное. Ты готов, Сергеич? О, что-то дергает. Чего? Что-то дернуло. Значит, окунек, может, схватил. О! Во, что-то дергает. Ну, тащи. Ох, это что? Щука, что ли? Поймал. Ох, это что? Щука, что ли? Поймал. Какая щука? Щука. Ты хоть щуку видел? Ну, тихо ты. Голавль может. Зубастая, это какая-то щука. Да какая щука? Есть щука, щука. Хоть ты вообще щуку ты видел хоть раз? Какая-то Форель. форель. Ни себе. Крючок этот. Заглотила. Ну ничего нет. Форель. Она тут водится? Ну вот, видишь, поймал. Я думал, щука. Какая щука? Ты щуку-то видел вообще? Так похоже же, она Какая тоже нахуй пустая. похожа? Даже рядом не лежала. Форель. Себе. Вот еще малька иди бери. У меня в кармане есть А, еще. ну вот сажай. Форель поймал. Ну, я и на мандарин пробовал, и на горох. Не лови ты на мандарин, никто никогда в жизни не ловил. Я вон мандарин пробовал, на него не клевало. На горох пробовал, не клевало. Знаешь, не говори мне про мандарин. Понимаешь? Ну, я попробовал. Не говори всё. мне про мандарин, вообще больше не говори. Потому что, я не знаю. Я думал, щука сначала, она пятнистая. Какая щука, ты блядь. Ой, Форель. Ну прям все к праздничному столу. Да вообще офигеть. Я первый раз на зимней рыбалке и поймалась. это красная рыба. Но она ж серебристая. Нет, внутри она А, внутри красная. мясо красное. Серьезно, прям заявка такая. Да, это Надо этого. приличная такая. На что? На эту кильку. А, на кильчик. Да. Я сначала на горох хотел, но мужики сказали, горох тут не возьмет зимой. Типа только летом. Вон Не дали говори кильку. больше про горох, про мандарины, не говори вообще. Вообще я... Зато уж у нас нет форели, а у него форель есть. Я, блядь, две поклевки видел сегодня. Два подъемщика. Дергал, блядь, да, ну нет, я видно за хвост мотыля хватает и все. То
бутылку водки поймал, теперь форель поймал. Ну, я думал щука, а Нет, форель. оно это. На вот эту вот кильку попалась. Я и на горох пробовал, и на мандарин, она ничего не было. Не, ну банан он мягкий, он слетать же будет. Ну вот все-таки мандарин, может, сработал, запах какой-то дал. Да никакой ни хуя мандарин не сработал. Не говори вообще о мандарине, не надо. В натуре. Че, смеялись над парнем? О, всем нос Я тебе говорю, сделал всех вообще, красавчик. Я думал щука. на память хоть пулю. Ага, надо тоже сфотать. Чё отдать? А можно вам отдам, заберете, пожалуйста? Чего? Рыбу. Да, мне сейчас на работу ее все равно тащить Клади. некуда. Сюда положу, да? Клади вам в сумке. Ага. Уже этот бригадир звонил, уже говорит, ты где? Я побежал. Вы что, реально думаете, я поймал форель? Я ее купил. Пока все спали, мы поехали в магазин за живой рыбой. Но как довести форель живой до водоема? Все просто. Нужна вода, аквариум и аэратор. А вот теперь можно покупать форель. Ловим, оплачиваем и на рыбалку. Рыбак рыбака видит издалека. Вот и мы увидели своих рыбаков. На этот раз мы подготовились как следует. Я купил теплые штаны, куртку и сапоги. Так я буду похож на дворника, и у рыбаков не возникнет лишних вопросов. Почему я такой недотепа? Почему ловлю на мандарин? И почему у меня палка вместо удочки? Да, кстати, а вот эта самая бутылка водки. А еще я купил пускозарядное устройство. От него мы запитали наш аэратор, и форель будет жива до самого конца съемок. Последняя проверка, вроде все готово. Оператор выдвигается на позицию. Ну а я пока жду в засаде. Почему Степа пошел один? Ему нужно поставить палатку, подготовить оборудование и снимать рыбаков так, чтобы ни один из них не заметил камеру. Остался последний вопрос. А как форель оказалась в моей лунке? Да я пронес ее в своем сапоге. Хромая дошел до лунки и незаметно насадил на крючок. Готово. А теперь смотрите, что было, когда я ушел, и Степа подошел к рыбакам пообщаться, при этом незаметно снимая их реакцию на телефон. Эти лица, эти реакции надо видеть. Рыбаки, конечно, как дети малые, во все поверили, но смотрите сами. Самое интересное, это не за тобой, что он там был. Разорался. Бутылку водки поймал и форель. Так серьезно водку поймал или что? Ну, с пакета. Форель как? Я смотрю, у него удочка какая-то, блядь. Поймал дуракам, всегда, новичкам всегда везет. И форель поймал. Я не поверил, подошел, правда, форель лежит. Да я тоже подошел, господи. Леска там миллиметровая, какие-то крючки огромные. Я тоже не поверил, подошел, правда, форель лежит. Ну вот так вот, да, сидишь целыми днями, ничего не поймал, тут приходит залетный какой-то, опять, и форель Все, поймал. говорит, мужики, кто бы рассказал, не поверит. Я сам не поверил, подошел, правда, форель. А, серьезно, что ли? Она-то целая, что ли?
Ну скажи, не Не поверю. Пришел с канатом, поймал форель, поймал все. Сначала бутылку поймал, этот, блядь, да, а потом форель поймал. Вот это вот, вот, бутылка была. Тебе надо тюльку было. А он что, на тюльку поймал? На тюльку, она. На лимон, На мандариновой корке начал ловить. С мандаринами ты пришел? А? Юр, С мандаринами пришел? ну да. А мандарины маленькие. Я охуел, блядь. Он понятие кричит, щуку поймал. Какая нахуй щука? Я говорю, ты хоть щуку видел? Блядь? Ничего, Юр, вообще ничего. У меня вот сейчас надо время. Две поклевки видел, два подъема, блядь, дернул. Ну, видно, мотыля за хвост сводил. И все, нахуй, я сегодня вообще ничего не видел. Этот придурок. Нет, я говорю, блядь, это нарочно не придумал. Блядь, принес с собой горох, блядь, мандарины, блядь, ловить. Это что, просто приносит с собой тоже. Что-то он тогда принес, я забыл. Сейчас, говорит, я на это попробую сначала, на это. На тюльку поймал. На тюльку, да. Я завтра возьму форелевые снасти, пасту, креветку куплю.